Это прототип ножа Арес, серебряная линия компании Культратек. И в этом ролике вы увидите очень много ножей Культратек, и в большинстве своем это будут дорогие и редкие ножи. Но сам ролик будет совсем о другом. Привет, сообщество! Сегодня мы поговорим о стали Vanadis 6. Название у ролика странное, это да, потому как тест стали Vanadis 6 ничего коренным образом не поменял. Вообще мои тесты так устроены, что здесь чуда быть не может, равно как и невероятных результатов быть не может, или удивительных открытий, всего этого быть не может. И ролик о стали Vanax 75 не потерял актуальности, и да, эти материалы идут парой. Я продолжаю считать, что Vanax 75 это самая лучшая в мире ножевая сталь по совокупности. Ссылка на материал про Vanax будет в описании. Если вы ищете лучшую ножевую сталь именно по совокупности характеристик, то посмотрите материал о Vanax 75. Сегодня же речь пойдет тоже о стали, но совсем о другой стали и по большому счету о другом типе сталей. Сегодня мы с вами посмотрим на медаль с обратной стороны. Помимо прочего, поговорим про эргономику 4-го сварна. Вот тут есть неожиданные сюрпризы. И сегодня обсудим проблему моих тестов. Начнем с выводов? Да, мы начнем с конца. Есть такие стали, как 10V, К390, С390, Максамед, 121 Rex, Хаб-72, Vanadis 6, Vanadis 8 и, естественно, Vanadis 10. Есть и другие, но наиболее заметны именно перечисленные. Мой совет такой. Не покупайте ножи с такими сталями. Не нужно этого делать. Не покупайте ножи с Ванадисом, Рексом, Хапом или Максамедом. Не покупайте. Не покупайте, пока не научитесь худо-бедно толково точить ножи. А вот как научитесь, то подумайте, стоит ли открывать этот ящик Пандоры. Вы рискуете изменить свой ножевой мир бесповоротно. Это не шутка и не утрирование, это факт. Начать этот ролик я бы хотел с истории. 8 лет назад ко мне обратился мужчина с целью заточить набор кухонных ножей Тефаль. На тот момент это был довольно типичный запрос на заточку. И когда я ножи отдавал, Сергей спросил меня: «Руслан, а вот это вообще хорошие ножи?» Я не то чтобы могу похвастаться деликатностью, но в таких вопросах и тогда уже понимал, что и как надо отвечать. Сергей, естественно, переспросил: «Ну, они на самом деле хорошие?» И я ответил, что да, абсолютно нормальная серия, штампованной Европы, и каких-либо проблем с ними нет, вполне себе ножи в деньги. Естественно, после этого разговор плавно перетек в плоскость VG10, VG Max, SG2, я думаю, вы понимаете. Примерно через 2 года Сергей привез на заточку уже другой набор – ножи Хатори. И, конечно же, разница в цене с Тефалем очень большая. Но и производительность у Хатори совсем другая. 3 года назад на заточку приехал тот же набор Хатори, но вместе с набором поступил специфичный запрос. Угол оставить таким, каким он был, то есть 28 полных, и сделать второй подвод на 50 градусах. Причем подвод вполне ощутимый, уже больше, чем просто микроподвод. Сергей объяснил, что отвезет ножи на дачу к родителям, и с такими углами заточка, разумеется, сохранится подольше. А я, естественно, задал вопрос: а что, собственно, пришло на смену Хатори? И ответ был лаконичным: Агами Супер Блю. 3 месяца назад, когда вышел материал о Ванаксе, от Сергея пришло сообщение: «Руслан, самая лучшая сталь? Серьезно?» Vanadis 6 – это высокоуглеродистая, высоколегированная порошковая инструментальная суперсталь производства компании Бёллер Удехольм. Vanadis 6 – это ржавеющая сталь. Вот ее состав. Мы с вами видим весьма приличное количество углерода и серьезное количество ванадия, вкупе с малым содержанием хрома. Состав весьма приличный, но если сравнить сталь Vanadis 6 и Rex 121, то становится непонятно, о чем вообще тут говорить. Как мы видим, Rex не просто мощнее, а мощнее значительно. Мы с вами еще вернемся к составам, а пока кратко вспомним, почему, собственно, Vanax 75 – это лучшая сталь по совокупности, и почему эти материалы идут парой. Vanax 75 – это порошковая азотистая нержавеющая суперсталь, также производства Бёллер Удехольм. Мы с вами сравнивали Vanax 75 со 125-кой Crucible, М390 ТЦО и ZDP-189. Выводы были следующими. 125-ка мощнее Vanax во всем, начиная от производительности, заканчивая кривой потерей остроты. То есть остроту 125-ка теряет медленнее, и сама острота 125-ки выше. Схожая картина будет и со сталью ZDP-189.
В обоих случаях у стали Vanax 75 будет, возможно, небольшое преимущество в устойчивости. М390 ТЦО будет острее Vanax существенно и также, скорее всего, проиграет в устойчивости. 75-й Vanax определен мною как лучшая сталь по причине его невероятной коррозийной стойкости. То есть Vanax 75 действительно по очкам проиграет всем трем. И 125, и ZDP, и М390. Но в плане нержавучести выиграет с разгромом у всех троих. Это, собственно, и есть определение термина по совокупности. Vanax 75 — это суперсталь с премиальными характеристиками и очень удобной эксплуатацией. В чем тогда смысл Ванадиса и всех подобных сталей? Как уже было сказано, тесты не дают ни одного шанса на некое чудо, на сверхпроизводительность и на невероятные результаты. И если мы сравним работу суперсталей при качественном ТО против обычных железок, то да, разница в результативности может быть и порядковой, и точно будет кратной. Но между самими суперсталями разница будет не настолько огромной. Получается, что нержавеющие качества Vanax перекрывают все. И для многих, да, это так, но не для всех. Давайте копать глубже. Начнем со сравнения состава сталей. Давайте возьмем, например, М390 и С125V. Разница на тесте у этих сталей есть, как и разница в поведении. 125-ка мощнее. Но насколько сопоставима эта разница в мощности с разницей в составе? Здесь важно понимать, что в обоих случаях речь идет о дорогой термообработке. То есть фактор ТО мы фактически можем в данном случае в расчет не принимать. И я неоднократно говорил и до сих пор уверен, выше головы прыгнуть не получится. Не получится отрезать больше, чем это дает сделать состав стали. Мы с вами в этом могли убедиться воочию во время так называемого апгрейда стали S30V на сталь S35V, той же самой Спайдерка. Однако обратное не факт, что верно. Мощный состав совершенно не означает сопоставимый рост производительности. Сейчас абсолютно очевидно, что КПД, если этот термин здесь вообще приемлем, КПД М390 значительно выше КПД продукта Crucible. М390 лучше по качеству производства, лучше в технологиях. И примерно аналогичную картину мы видим, когда сравниваем состав Ванадиса и Рекса. Рекс мощнее и мощнее значительно. Вопрос в том, а насколько отличается результат у Ванадиса и у Рекса. И результат перед вами. В лоб результаты говорят нам следующее. Ванадис 6 суперсталь, без вариантов. Производительность очень и очень высокая. Однако она практически идентична 125-ке, а следовательно вопрос выбора закрыт. Давайте ненадолго отвлечемся и рассмотрим эргономику 4-го сварна. После теста Ванадиса выводы по эргономике получаются любопытными. Сварн второго поколения очень схож по эргономике с третьим, и это удачная эргономика. Но такое мнение, что это удачная эргономика, сформировалось далеко не сразу. Сварн — это нож классической компоновки, то есть острие не опущено сильно вниз, как это сейчас делает Кершу или Zero Tolerance. Рукоятка ножа не выдается вверх от линии обуха, то есть форма в целом классическая, в ней нет упора на какую-либо специфику. И после теста 125-ки на третьем сварне в планах стоял тест ножа Урс, также со сталью 125V. И все, буквально все, и я, и Валентин, и Максим, все были уверены, что Урс выступит лучше сварна. Почему? Во-первых, острие опущено сильнее, во-вторых, рукоять выше линии обуха, в-третьих, упорная плоскость, то есть место на рукояти ножа, куда ладонь упирается, эта плоскость больше, и, наконец, в-четвертых, Урс чуть-чуть плотнее сам по себе. Урс ведь по задумке это нож для пикника, то есть его работа резать на доске, буквально работать на плоскости. В победе Урса были уверены все. По факту же результат был идентичным, то есть буквально цифра в цифру. Почему так произошло? Изначально предположения были верными, но были неполными. По факту сварн лучше справляется с удержанием ножа при работе. Когда нож работает, вы давите на материал в одном направлении и, соответственно, получаете противодействие в обратном направлении. И третий сварн лучше именно в этом компоненте. Четвертый сварн, если брать в расчет эргономику, мало чем отличается от предыдущих. Но все-таки отличается. Второе поколение имело насечки в области мизинца. Насечки довольно крупные и в меру агрессивные. Третье поколение снизило их агрессию как раз настолько, чтобы плотно фиксировать мизинец при тяжелой работе на плоскости. На четвертом сварне насечек нет.
Скорее всего, для работы голой рукой, для разных типов работы это хорошо. Но на моих тестах и на канате третий сварн хоть и не намного, но лучше в эргономике, чем четвертый. И на мой взгляд, это очень важная информация в целом. Мы все с вами помним безумие, связанное с насечками на рукояти. Взять хотя бы Contega Benchmade. И мы радовались и радуемся, когда все эти насечки стали уходить с ножей. Но по факту они все-таки нужны. Вот только надо тестировать ножи и правильно располагать насечки. Делать это вдумчиво. Полностью гладкая рукоятка – это привычно и понятно. Но и насечки можно сделать толково. Вернемся к Ванадису. Ванадис 6 – это 10540 резов. S125V – это 10430 резов. 125-ка не ржавеет так, как Ванадис. Вопрос закрыт? Отчасти да, но отчасти нет. Потому как есть и другой вопрос. А что такое 10 тысяч резов? И как одни 10 тысяч резов отличаются от других 10 тысяч резов? Вот здесь мы с вами переходим ко второму вопросу нашего видео. В чем проблема моих тестов? Я не тестирую сталь в полном смысле этого слова. Я тестирую ножи. То есть на конечный результат будет влиять напрямую эргономика ножа, будет влиять удобство рукояти, будет влиять все прочее. Тест заканчивается, когда нож набирает 20 штрафных очков, то есть нож достаточное количество раз не смог отрезать канат в одно движение. По идее, все предельно ясно. Но даже в этом видео очень хорошо видно, как нож работает в первые дни, и как идет работа в середине, и как она идет в конце. И если вопрос, какой нож работает комфортно дольше, если этот вопрос перевести на русский язык, то это будет вопрос, какой нож острее. В моих роликах вы регулярно видите вставки с ударным или касательным резом газеты. А в других роликах люди строгают волос, режут помидорки, рубят бумажные цилиндры и прочее. Таким образом, заточники-энтузиасты демонстрируют остроту ножа. Но тут есть проблема. Реальная острота ножа проверяется только работой. Ну какой толк от всех этих фокусов, если ваш нож начнет скользить по мясу на втором куске? И если попытаться как-то вот эту фразу формализовать, скользить по мясу, ну как-то попробовать перевести это в цифры, то в процессе теста нужно отслеживать усилия при резе. Это сложно организовать, но скорее всего возможно. Также в процессе теста нужно отслеживать агрессию. На каком этапе нож станет менее агрессивным? Ну то есть нужно вытащить из этих 10 тысяч резов участок, который будет максимально комфортным в работе. Но это легко сказать. А вот сделать совсем другая история. Для начала, а судьи кто? Ну то есть каким образом определить это понятие комфортным? Где этот комфорт заканчивается и как его посчитать? Пока это все открытые вопросы. По итогу тесты Рекса и Ванадиса – это самые кайфовые тесты в моей практике. Ну если вообще можно назвать кайфовым рез каната в течение 40 дней. Ну то есть ты получаешь удовольствие от реза, ты не борешься с ножом существенную часть работы, он просто режет и режет и режет злобно. Почему, собственно, Рекс и Ванадис работают комфортнее и лучше? Почему их рез более агрессивный и почему они острее? Краткий ответ – это хром. Карбиды хрома в нержавеющей стали повышают ту самую коррозийную стойкость, но снижается острота. Вы не встретите опасных бритв из нержавеющей стали. Там, где нужна максимальная острота, не будет места нержавейки. Здесь нужно пояснять. Попытки сделать бритвы из нержавейки были, есть и будут. Ну, такие стали, как AEBL, действительно впечатляют своей остротой, но впечатляют именно, что называется, для нержавейки. С хорошей углеродкой они все равно не на одном уровне. Поэтому в природе бритвы из нержавейки существуют, и порой их делают из очень разного металла, и делают серьезные производители. Но в большинстве своем это уже не столько бритва для бритья, сколько и бритва, и подарок, и аксессуар, и все тому подобное. Когда же речь пойдет именно о бритве для бритья, там всегда будет ржавеющая сталь. Хром, помимо прочего, также снижает пластичность стали, то есть ржавеющая сталь по умолчанию острее, и потеря остроты идет дольше. Отсюда значительно больший комфорт в работе именно ржавеющими сталями. Есть важные моменты вообще вне плоскости работы или результата по тестам. Возьмем два ножа. На одном из них будет угол заточки в 24 полных градуса, а на другом в 40. Какой из них будет резать лучше? Ну, конечно же, 24. Вот именно такие стали, как Ванадис, могут держать существенно более острые углы.
Не факт, что 24 будет рабочим углом, но факт, что угол будет существенно меньше сопоставимой нержавейки, и это напрямую отразится на комфорте работы. С точки зрения работы ножом, условный Vanadis лучше условной ZDP во всем, буквально во всем. Но при этом все потенциальные проблемы ржавейки будут при нем. И это не только ржавчина в чистом виде. Углеродистые стали имеют склонность к накоплению запахов. Уход за ножом станет необходимостью, а не желательной опцией. Именно поэтому я не рекомендую покупать ножи с такими сталями без доступа или навыка к качественной заточке. Вы банально получите весь комплект проблем, а плюшек вы не получите. И что еще важно, я очень много времени в своих материалах уделял и уделяю термообработке, ибо без качественной термообработки от 125 вы получите буквально движок от мопеда в кузове с Супрой. Качественная термообработка — это не магия, это время, деньги, опыт, усилия и оборудование. И качественная термообработка касается всех сталей, но касается всех по-разному. Какие-то стали обрабатывать сложнее, какие-то проще, у каких-то брак на пороговых величинах выше, а у кого-то ниже и так далее. В переводе на русский шансы получить качественный нож из 125-ки в средней ценовой категории, эти шансы близятся к нулю. А вот если речь про ES390 или потенциально стальную принцессу К390, тут шансы получить хорошее ТО сильно выше. То есть номинально в тестовых условиях Vanadis идентичен по результату 125В. А в реальной жизни, на реальном ноже, за реальные деньги Vanadis, скорее всего, разгромит 125-ку. Выводы я обозначил в самом начале и развернул по ходу видео. Поэтому закончу я свой материал пожеланием к отечественным производителям. Буквально ко всем. Я тестирую ножи давно и долго, и мы с вами, дорогие зрители, неоднократно убеждались в лучшем качестве ножей отечественного производства. В среднем у нас ножи делают лучше, чем, например, в США. Японские производители, такие как Кай, Рокстед или Мияби, тоже делают очень и очень неплохо. Тесты были, мы все видели. Однако есть момент, в котором наши производители проигрывают американским практически всухую. Я говорю о покрытии клинка. S390, K390, Maxamed, Vanadis, 121 Rex, HAP72. Все эти стали нуждаются в качественном покрытии. Хорошее стойкое покрытие – это непростой вопрос, но этот вопрос достоин проработки, потому как качественное покрытие с такими сталями очень даже к месту. Vanadis 6 — это не самая лучшая в мире сталь. Однако из этих двух материалов, про Vanadis 6 и про Vanax 75, я надеюсь, вы вынесли для себя основной вывод. Нет ничего абсолютно лучшего или худшего. Есть задача, и от задачи нужно отталкиваться. Вам нужен максимально производительный и при этом абсолютно беспроблемный нож. Vanax сидит на троне и ждет. А если вам нужен максимальный комфорт работы, кайф от реза, агрессия реза, какая она должна быть, добро пожаловать к Vanadis, S390, Rex, K390, Maxamed, HAP. В общем, добро пожаловать в мир настоящих монстров. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, он был вам полезен. Если так, поставьте, пожалуйста, видео лайк и поделитесь видео с друзьями. До новых встреч и пока!